Здравствуй, дорогой зритель! Как ты, наверное, знаешь, недавно состоялось весьма важное в узких кругах событие. Вышла новая игра талантливого сценариста и игродела Йоко Таро. Нир Автомата вызвала большой ажиотаж у игроков благодаря вызывающей внешности главной героини. Однако, как подсказывает опыт, оценивать книгу по обложке – дело последнее. Автомата хоть и начинается как типичный слэшер от Platinum Games, полный фан-сервиса, но чем дольше игрок находится в этом игровом мире и чем дальше продвигается по сюжету, тем лучше понимает, что новое творение японского игродела куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Автомата пестрит отсылками к предыдущим играм Йоко Таро, и невольно после прохождения загораешься желанием понять, как же игровой мир докатился до жизни такой. И если некоторые ответы дает сама игра, то остальное довольно сложно додумать самостоятельно. Поэтому в этом видео я решил разложить по полочкам игровую вселенную, построенную мистером Таро, и поведать вам об основной сюжетной линии его игр, начав средневековым Дракенгард и закончив футуристичной Нир Автомата. Мы начинаем. Для определенности в таймлайне истории предположим, что начало отсчета годов вселенных Дракенгард и Нир совпадает с началом текущей эры в нашей реальности. Первое значимое событие для игрового мира произошло в 856 году. На Пиренейском полуострове во время сильного землетрясения появляется за ночь город, впоследствии называемый столицей империи. В момент землетрясения мир разделяется на два параллельных. Один мир – серия Нир, в котором до 2003 года события повторяют аналогичные в нашем мире, а второй мир – Дракенгард, к которому мы сейчас и обратимся. После этого события мир начинают заполнять чудовища, а также могущественные драконы. Подавляющая жизнеспособность и сила драконов понимается всеми другими видами, в том числе и людьми. Драконы без особого труда стирают с лица земли множество империй на протяжении нескольких лет. Правительства оставшихся стран европейского континента решают оставить концепцию множества государств и перейти к объединению в империю Мидгард. В 867 году дворяне и интеллигенция Мидгарда основывают институт Пифагора для совместного изучения происшествия 856 года и его последствий. Уже скоро они подтверждают, что после землетрясения в мир проникла магия. Работники института создают систему авторизации для пользователей магии и начинают диктовать социальный статус, так как пользоваться магией могут лишь немногие привилегированные судьбой личности, неожиданно открывшие в себе необычные способности. Начинается программа по расширению города, и впоследствии церковь распространяет власть на все земли Мидгарда. Условную власть над отдельными участками земли в государстве получают выбранные церковью землевладельцы, а маги, живущие на их землях, становятся оружием церкви. Создается Академия для углубленного изучения магии. К 930 году использование магии распространяется, что приводит к зависимости церкви от магов с территории землевладельцев. И в попытке удержать власть, пока государство продолжает расширяться, церковь заключает взаимовыгодные отношения с каждым из землевладельцев, кто имел контроль над большими территориями. Учащаются случаи перегрузки магии, когда заклинание усиливается, забирая при этом жизни некоторых окружающих пользователей людей. В 971-м начинается бунт, вызванный коррумпируемостью Академии. Разгорается полноценная революция, целью которой является свержение церкви и отмена системы землевладельцев. Однако бунтовщики терпят неудачу в результате применения противником сильного заклинания, забирающего жизни большей части столицы и разрушающей попутно приличную часть зданий в окрестности. Посреди этих восстаний рождается девочка, в дальнейшем жестоко воспитанная своей матерью. Мать считала ее нежелательным ребенком и часто подвергала насилию, пока та не потеряла ощущение боли. После того, как девочка достигла подросткового возраста, мать отдает ее в детскую проституцию, где девочке дают имя по цвету ее глаз – Усубени, что означает «алый» с японского. Однажды, объединившись с другой девочкой, Усубени сбегает из борделя, но ее предают и возвращают обратно. Находиться в этом месте она больше не может и за ночь вырезает всех находившихся там людей.
после чего сбегает, взяв денег столько, сколько смогла. Через некоторое время она встречает в городе человека из борделя, который, узнав ее, предлагает место жительства, видя, что Усубени не хочет его убивать. Они живут вместе, пока девушка не оказывается больна смертельной болезнью. Узнав об этом, мужчина пытается от нее избавиться, за что Усубени убивает его. Не выдержав еще одного предательства, девушка начинает блуждать, часто убивая людей, чтобы просто прокормиться. Вскоре убийство становится для нее чем-то обыденным, даже напоминающим рефлекс. В 997 году, во время таких скитаний, она попадает в плен. Усубени ловит и запирают вместе с другими девушками, которые были подвергнуты жестоким пыткам. Девушки умирали одна за одной, а Усубени осталась последней. В последние минуты жизни она смотрела на красивый розовый цветок, который рос из земли. Коснувшись девушки, цветок оживил ее, укоренившись в теле. Он дал Усубени силу Интонера, богоподобного существа, которое обладает улучшенными магическими возможностями, представленными манипуляцией над магией посредством песни. Интонеры также обладают способностью к регенерации, однако встреча с драконом даже для них может закончиться смертью. Паразитирующий цветок, захвативший тело Усубени, желал разрушить мир и уничтожить человечество. Поняв, что впустила в себя опасное существо, девушка пытается совершить самоубийство, чтобы уничтожить паразита. Цветок предвидел такой исход событий и воскресил девушку после ее смерти, а также создал еще 5 сестер Интонеров, разделив между ними силу Усубени. Она видит создание своих сестер как собственную ошибку, поэтому решает убить их сама и берет псевдоним Зера. Интонерам были даны порядковые номера от единицы до 5 вместо имен. Каждая из них получила также и часть личности Зеро. Пятая, уверенная и жадная, она жаждет всего, что видит, но быстро теряет интерес, так как получает. Четвертая, страдает от комплекса неполноценности, но при этом честна с другими и умеет выслушивать. Третья, ленивая и безразличная, она почти не заботится о вещах, не входящих в ее интересы, но демонстрирует навязчивую привязанность к чему-то интересному, проявляя крайнее любопытство. Вторая, яркая и жизнерадостная, что позволяет ей подружиться с кем угодно. Первая, умная и серьезная. Обладает сильным чувством справедливости и желает свергнуть деспотических правителей мира, которые угнетали народ, чтобы создать свой новый мир. Далее, в 998 году Зеро находит дракона Майкла и, доказав, что достойный его, посредством боя заручается его помощью в битве с сестрами. Параллельно с этим происходит действие манги Intoner 5, рассказывающей нам о приключениях сестер Зеро. Основной сюжетной аркой манги является устранение землевладельцев, тиранствующих на землях Мидгарда, но вместе с этим происходит довольно важное в дальнейшем событие. Первая, будучи отделенной от остальных, натыкается на своего будущего дракона Габриэля. Далее, первая создает своего клона, во всем схожего с ней кроме пола, и обучает его, чтобы тот смог убить Зеро в случае провала первой. О существовании клона знает только первая и ее дракон, остальные же даже не предполагают об этом. После уничтожения землевладельцев земли Мидгарда переходят под управление сестер, которые впоследствии собираются в городском соборе, где первая распределяет земли между сестрами. Вторую она назначает править землей песков, в надежде, что от ее доброты станет лучше людям, которые живут в такой пустоши. Третьей досталась земля, населенная магическими существами, поскольку ей будет проще всего ужиться с ними и начать сосуществовать гармонично. Четвертой, в силу того, что она не может управлять густонаселенными районами, поручают править в землях гор. Пятой было суждено править в землях морей из-за большого количества там смутьянов. Первая же стала главой церкви и приложила все усилия, чтобы победить Зеро в Дракенгард 3. В Дракенгард 3 события игры берут свое начало в тот момент, когда Зеро, объединившаяся с Майклом, начинает атаку на столицу Мидгарда, чтобы уничтожить своих сестер. Ей с легкостью получается прорваться через аванпост, и она вступает в бой с ними. It's been a long time, Zero. Has it? I didn't notice. You haven't changed a bit. You're still insane. Stop it, you're embarrassing me. That wasn't a compliment. Hey, it's Zero! Hey, Zero! Zero, this fighting is pointless! You have to stop! We're sisters! Oh, don't be such a prude, Four. A good catfight really gets my juices flowing. Wow, I sure am popular around here. Enough talk, Zero. This is the end. Oh, it's the end, all right.
Сами же сестры в недоумении, почему Зира пытается их убить и пытается уговорить ее одуматься, но получив от нее серьезный урон, отступают. Тогда первая решает вызвать своего дракона Габриэля, после атак которого Зира теряет руку, глаз своего дракона, и ей приходится год отлеживаться в землях морей, где она создает себе новую руку и залечивает раны при помощи паразита в ее теле. Цветок за прошедший год не только позволил героине регенерировать, но и постепенно вырос в ее утраченном глазу, что смотрится одновременно красиво и довольно жутко. Начиная свою миссию по избавлению от сестер заново, Зира находит нового дракона Михаила, реинкарнацию Майкла. В отличие от своего старого воплощения, Михаил крайне жизнерадостный, позитивный и в своем поведении больше похож на неопытного ребенка, чем на могущественного дракона. В землях морей Зира быстро находит одну из своих сестер. За год все, кроме первой, обзавелись учениками для призыва ангелов, своеобразных питомцев, обеспечивающих интонерам защиту в особо опасных ситуациях. Однако даже призыв защитника не помог пятой, и Зира с легкостью расправляется с ней. Процесс расправы подан довольно забавно, и думаю, комментарии здесь будут излишни. No! My song's power! No! Please! Shut up! If you want to kill an intoner, you gotta really make... Huh? После смерти пятой, ее ученик Дита обретает здравый рассудок и примыкает к Зере, становляясь ее компаньоном на пути в земли гор к четвертой сестре. С трудом компания находит четвертую в воздушном пространстве над горами, и преодолев защиту в виде призванного ей замка Арморос, Зера попадает на воздушный корабль четвертой, которая просит ее одуматься и говорит, что все остальные тоже ждут того, что Зера придет в себя. Смекнув, героиня притворяется, что больше не хочет убивать сестер, и обманывает четвертую. Why am I... What's going on? Where are we? Zero! You're here! You came back! It's really you, isn't it? What happened? What about our sisters? Where are they? Everything's going to be okay. We don't have to fight anymore, Zero. Everyone else is waiting for you. Where are they waiting? 3's in the land of forests, and 2's in the land of sands. They're both... Thanks for the info. Получив информацию о местонахождении остальных сестер, Зера направляется к третьей по воздуху. Однако на пути противовоздушные силы лесных земель сбивают ее и обрекают на пешее путешествие. All right, it's a new day. We've got a new ship. It's time to set sail and conquer the world. We did it! We got her! We've slain the demon! Lady Three's gonna be overjoyed! Kaboom! Yeah! We did it! Yeah! And tone her down! And tone her down! Did you see that? Nailed her right in the... По пути к трешке компания пополняется еще одним участником. Ученик третьей сестры, старикан Окта, добровольно сдается и примыкает к Зере. Позже герои добираются до третьей, и в начале схватки она берет старика под контроль, заставляя призвать кучу взрывающихся кукол. Одолев их, компания видит довольно странную сцену. Did you really think something like that would finish an intoner?
What the? Did he really just do that? The dragon shows his true colors. Is this what dragons are? Ah, well, hello there. So my name's Scent, and I was sent here by Lady Two. Михаила похитил прислужник второй Сент, и теперь героям приходится вызволять дракона. Настигнув его в землях песков, Зера видит, что Сент не убил Михаила. Он заявляет, что дракон вскоре станет причиной ее падения, и исчезает. На подходе к замку второй героине отрубают руку, но поскольку она была атакована не драконом, восстановиться ей не составляет труда. После боя Зера говорит, что больше не чувствует боли, и понимает, что паразит все сильнее укореняется в ее теле. Настигнув вторую, Зера видит, что та сильно подавлена и утомлена. Однако это не мешает сестре призывать на защиту двух великанов, расправившись с которыми, Михаил завершает жизнь второй, выпустив в нее фаербол. You evolved. Again. Сент после ее смерти примыкает к Зере и говорит, что ему все равно кому служить. Все герои вместе отправляются на поиски последней сестры. Прибыв в земли первой, героиня сразу же встречает ее верхом на драконе Габриэле. В руинах некогда великой столицы начинается баталия, после чего Михаил отвлекает на себя Габриэля, и Зеро приходится идти дальше по земле и расчищать путь самостоятельно. Дойдя до места, где в прошлый раз ей пришлось дать бой своим сестрам, она заявляет, что дальше ученики будут бесполезны, и возвращает им истинное обличие голубей, которые присутствовали также и в Intonir 5. Зера входит в собор, в котором ее уже ждет первая. It's a record of life in the cathedral city. A record of life? Zero, don't you think it's strange? This city is said to be the origin of all magic. Spells were crafted here that even now are far beyond our abilities. Where did this knowledge go? When did we lose it? And what happened to the people who once possessed it? I thought if I studied that, I might be able to learn the purpose of Intoners, of us. Only an idiot tries to learn about a bunch of shit she doesn't need to know. Or did you not know that? That's rather close-minded. Though, in the sense that we cannot ever truly know everything, well, I suppose I agree. Whatever. I'm about to kill you anyway. That's all that matters. So predictable. Сестра размышляет о прошлом столице и целях интонеров в этом мире, на что Зера говорит, что пришла лишь убить ее, а не предаваться философским размышлениям, после чего крышу собора проламывает сражающийся с Габриэлем Михаил. Во время продолжения битвы дракон первый получает серьезную рану от Зера. Михаил же смертельно ранен Габриэлем, и загадывая последнее желание, вместо перерождения, которое выбрал Майкл, Михаил желает силы на последнюю атаку, которая уничтожит Габриэля. Атака, однако, не убивает дракона, а лишь ослабляет его защиту, и теперь Зера приходится сражаться в одиночку, чтобы добить Габриэля и первую. Это ведет к концовке А, как по мне, более привязанной к последующим событиям в первой части Дракенгард, чем остальные концовки. В концовке А Зера наконец расправляется с последней сестрой и идет к своему дракону. Не успевает она оплакать своего падшего друга, как ее протыкает клинком, сделанным с клыка Майкла, клон первый. Кровь Зера окрашивает его одежду из белого в красный, и он рассказывает ей о плане первой. Выслушав его, Зера ползет к Михаилу со словами благодарности и умирает. Клон первый понимает, что интонеров больше нет, и задается вопросом, как же теперь ему жить в этом мире? Он приходит к выводу, что теперь придется защищать мир самому, и решает образовать религиозное движение поклонения первой, а вскоре присваивает себе имя настоящий первый. Для простоты в дальнейшем будем называть его первым. Так заканчивается ветка А в Дракенгард 3. From this day forward, all will call me one.
После событий игры начинаются страшные эпидемии, и мир заполняют демоны и монстры, против которых выступает культ наблюдателей, основанный первым. К 2011 году власть культа в разрозненном гражданскими войнами Мидгарде усиливается. Для сдерживания монстров, а точнее причины их появления, семян разрушения, культ создает систему печатей. Сами семена оставлены богами, как вестники конца света, а все, к чему прикоснется такое семя, будет обращено к монстру, желающему лишь уничтожать людей. Как и цветок из Дракенгарда, и семена являются одним из способов богов уничтожить людей, ведь человечество они считают лишь своей ошибкой. К счастью, система печати позволяет сдерживать надвигающийся конец света. Одна девушка назначается богиней печати, но вскоре ее заменяет другой, и к 1021 году в культе начинается гражданская война в связи с тем, как была назначена вторая богиня печати. Итогом становится изгнание первого из культа. Путешествуя, первый встречает беженку по имени Роза, вскоре она рожает ему 2 детей. К 1030 году сменяется еще несколько богинь печати. Причиной смены становятся то интриги, то самопровозглашение, то убийство. В 1030 году начинает распространяться новая болезнь, известная как болезнь красного глаза. Все зараженные превращаются в обезумевших монстров. Болезнь распространяется и на членов культа. Далее, к моменту первой игры Дракенгард, происходят события манги Шини Таруака, в которой в 1093 году первый спасает от нападения монстра принцессу Фуриай, дочь правителя близлежащих земель, и знакомится с ее братом Каемом, героем первого Дракенгард. Поскольку кровь монстра попала на подругу Фуриай, она заражает часть людей в замке, и вскоре первый и Каем начинают уничтожать обезумевших от болезни людей. Первый использует силу песни Интонера для уничтожения врагов, и появляется черный дракон, убивающий родителей Каема. В 1096 году первый занимается ликвидацией инфицированных болезнью красного глаза и попутно устраняет глав культа наблюдателей. Если изучить его родословную, то можно понять, что правящий в культе династии стал род одного из сыновей первого – Грюна. Позже он узнает, что причиной болезни красного глаза становится он сам, а точнее паразит, передавшийся ему от первой, а ей от Зера. Он решает избавить мир от болезни и просит своего друга убить его, но тот обезглавливает первого лишь обычным мечом, из-за чего тот остается жив в виде головы и все еще распространяет болезнь, чему так рад черный дракон, жаждущий разрушения и хаоса. После свержения верхушки в лесу участники культа находят Ману, дочь Рамии, которая в свою очередь является внучкой Грената, второго сына первого. Следует отметить, что Рамия имела и второго ребенка, Сирея, однако из-за присутствия у Сирея дара, которым не обладала Мана, она подвергалась насилию со стороны своей матери, что способствовало ее психическим расстройствам. Вскоре мать бросает Ману в лесу, где ее и находят участники культа наблюдателей и провозглашают верховной жрицей. Мана ненавидит всех людей и желает, используя свою полученную должность, уничтожить человечество в свои 6 лет. После таких изменений верхушки культа, мир разбивается на Союз и Империю. Империя во главе с культом стремится снять печати и освободить семена разрушения для уничтожения мира, однако множество людей против этого, и они объединяются в Союз для защиты печати и теперь уже 13-й богиней печати Фуриай. Ее брат Каем становится солдатом Союза и сражается на поле боя, чтобы защитить сестру. С этого момента начинаются события из Дракенгард 1. It begins. Сюжет первой части Дракенгард начинается во время боя Империи и Союза. Главный герой игры Каем во время сражения получает ранение и, пытаясь прорваться к замку, где находится его сестра, натыкается на умирающую красную драконшу. Не желая умирать от ранений, Каем заключает с ней сделку. В мире Дракенгард многие люди с магическими существами заключают сделки, в которых они становятся партнерами пакта. Находясь при действии пакта, человек получает сверхъестественные силы, но для его заключения один из участников должен быть смертельно ранен для получения второго шанса в жизни. Человек должен заплатить определенную цену за пакт, например, способность ходить или видеть. И если один из участников пакта умирает, то умирает и другой. За свою сделку Каем лишается дара речи, что, по словам драконши, было ничтожной ценой за второй шанс. Герои добираются до замка, где друг Каема Инуарт решает увезти Фуриай в эльфийскую деревню для большей безопасности. Но перед этим они решают отпраздновать воссоединение.
На подходе к деревне драконша заявляет, что там уже все мертвы и смысла идти дальше нет. Герои ей не верят и идут проверить истинность ее слов. Однако Анджелус, так зовут драконшу, была права, и кроме трупов в деревне ничего нет. Через некоторое время иерарх Вердели, хранитель печатей, начинает говорить через драконшу, умоляя группу принести Фуриай в храм, в котором хранится печать пустыни. Инуарт и Фуриай уходят в путь, а Каим остается, чтобы осмотреть местность, и натыкается на текст, написанный кровью. Надпись гласила: «Не говорить о наблюдателях, не рисовать наблюдателей, не писать о наблюдателях, не создавать статуи наблюдателей, не петь о наблюдателях, не называть имен наблюдателей». Уходя из деревни, Каим встречает умирающего эльфа, который рассказывает ему некоторую информацию о том культе. После этого герой направляется в пустыню на помощь сестре. По пути в долине герой видит отшельника Леонардо, пытающегося совершить самоубийство из-за того, что пока он уходил в лес, его селение и друзей уничтожили. В отчаянии он заключает пакт с феей и лишается зрения. Позже мы вновь видим Леонардо, который заявляет, что Фуриай в опасности и нужно торопиться. У храма в пустыне Каим находит только свою сестру, остальных же забрали в плен имперцы. Узнав об этом, герой решает отправиться вызволять пленников. В пути мы узнаем от иераха, что имперцы хотят не захватить мир, а изменить его путем снятия печати и освобождения семян разрушения. Так что Фуриай, являясь богиней печати, находится в большой опасности. Каим все больше переполняется гневом к империи, а в это время с Инуартом в темнице беседует некое подобие черного младенца, светящегося изнутри красным светом. Он читает Инуарту его мысли о Фуриай и сводит его с ума. She is just a normal woman, one who was to lie beside you, laughing and carefree. If she ceases to be a goddess, can she become a woman again? For many, many years. What should I do? I want to help her. You need strength. Strength that comes from a pact with a dragon. Манипулируя Инуартом, светящийся младенец заставляет того заключить пакт с черным драконом, тем самым жаждущим разрушения драконом из Шини Таруака. В это время Каим долгое время обороняет от имперцев печать в пустыне, однако им удается ее снять. Отступив и вернувшись к сестре, герой от голоса шедшего из пустынной тюрьмы империи узнает, что в это время был заключен пакт с существом. В тюрьме Каим обнаруживает эльфийку каннибала Ариош, которая тут же накидывается на него, но иерарх ее отрубает, и герои берут девушку себе в союзники. Ранее, потеряв мужа и детей, Ариош сошла с ума, и будучи при смерти заточенной имперцами в пустыне, она заключает пакт с духами стихий. После прибытия с ней в лагерь, Каим обнаруживает посетившего их Инуарта, который теперь вызывает подозрения своим поведением. Он был сломлен и, как я уже говорил, принужден к заключению пакта с черным драконом, который прибыл вместе с ним. Инуарт похищает Фуриай и улетает с ней в земли Империи, однако, вылечив драконшу, герой бросается за ними в погоню. По пути он встречает мальчишку, спасшегося лишь благодаря жертве матери. Этим мальчиком оказывается Сира. Он, как я уже говорил, обладает особенной способностью, умением контролировать каменного стража Голема. Каим берет мальчика себе в спутники. Позже Сиры крадут имперцы, и герою приходится сражаться с ними в Колизее, чтобы освободить его. Далее в лагере Каим находит умирающего зверя, и из его воспоминаний, прочитанных драконом, понимает, что все печати уже сняты, и осталась только богиня печати Фуриай. Также проскакивает информация о летающей крепости, в которую герои направляются. По пути они вступают в сражение между Союзом и Империей в компании одноглазых великанов. После победы Союза Каим спешит освободить сестру, однако его кое-что останавливает. Это событие предзнаменует снятие последней печати. Позже мы видим, как Инуарт просит у Верховной Жрицы право лично расправиться с Каимом. Жрица же возражений не выказывает. Инуарт и его дракон вступают в схватку с Каимом и Анджелус. После боя Инуарт улетает, а Каим продолжает штурмовать воздушную крепость, где наконец нам показывают, кто все время стоял за штурвалом Империи. What have you done? I broke the seal. Now she's useless.
Watchers laugh. Watchers laugh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Возможно, вы уже догадались, командовала парадом Верховная Жрица Мана, о которой я упоминал ранее. Она тоже стала одержимым младенцем, который ранее беседовал с Энуатом. Все печати сняты, а одержимость Маны доходит до предела. Сира пытается защитить ее, говоря, что это из-за него Мана стала такой. Он пытается вразумить сестру, однако уже поздно. Чтобы облегчить ее страдания, Сира приказывает Голему убить ее. Now is the time to feel the love of the gods. A deep love. A great love. A love powerful and formidable. A love that crushes like a mace. La 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 la. What is it? What's happening? Can that child truly be a god? С небес спускаются гигантские младенцы, они же наблюдатели. Их главная цель — уничтожение человеческого рода. Они делают это для своих лидеров и создателей, богов. По ходу битвы все спутники и знакомые Кайма умирают во время атаки наблюдателей. Даже Черный Дракон не может противостоять их силе и погибает. Оставшиеся в живых Кайм и Анджелус спешат сделать последнее, что они могут. Попытаться уничтожить королеву гигантов, спустившуюся вместе с остальными наблюдателями и управляющую ими. Атакуя королеву, герои не замечают, как вместе с ней телепортируются в современное Токио 2003 года. После победы над королевой гигантов, Кайм с драконшей подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Японии. Тело гигантши рассыпается, а останки дракона падают на телебашни. This is Bravo 1. Unidentified target has been neutralized. Over and out. Теперь повествование начинается со стороны мира Нир. 6 июня 2003 года в Японии в районе Шинджуку появляются драконы-гигант. Они начинают сражаться, и вскоре гигант разваливается на множество фрагментов. После нападения гиганта японская пилотажная группа тактической истребительной эскадрильи Skullface сбивает дракона, труп которого отвозят в исследовательский центр. События в Шинджуку получают название 6.12. Инцидент обозначается грифом «секретно», и распространение любой информации о нем запрещается. В конце 2003-го обнаруживается первый человек, зараженный странной болезнью. Впоследствии она распространяется по всему району Шинджуку. Болезнь абсолютно летальна, тела зараженных людей хлорируются и впоследствии рассыпаются подобно гиганту во время инцидента. Среди инфицированных происходит вспышка агрессивного поведения, число жертв от их нападения растет, число самих инфицированных тоже. Болезнь окрещают синдромом белого хлорирования или СБХ, разрабатывается проект запечатывания Шинджуку. После того, как зараженные атакуют знаменитость, рабочие начинают возводить вокруг района стену, впоследствии ее назовут Иерихонской. Инфекция ненадолго успокаивается. В 2006-м на центр, в котором хранились останки дракона, нападают. Тело дракона переводят в другой центр. В 2008-м Иерихонскую стену пробивают изнутри. В этот момент слышится звук, похожий на звуки, звучавшие во время инцидента 6.12. Большие скопления агрессивных зараженных вырываются наружу и без разбора уничтожают людей. Их призывают легионы. Ими руководит существо с красными глазами, прозванное Красным Глазом. Дальнейшие исследования показывают, что СБХ при смерти дает человеку выбор – просто умереть или потерять волю и служить Красному Глазу.
Инфекция распространяется по всему району Канта. Число жертв СБХ растет в геометрической прогрессии. По всей Японии вспыхивают сражения между легионами и оставшимися военными. Гражданские бегут в другие страны. Япония соглашается на военную поддержку от США взамен на изъятие трупов легионов для исследований. Рассматривается план по сбросу ядерного оружия на Шенджику, и уже в августе 2009 на большую часть Японии сбрасывают атомные бомбы. Подтверждается полное уничтожение противника, однако в феврале 2010 в Китае впервые обнаруживаются люди, превращающиеся в легионов. После бомбардировки болезнь распространилась за пределы Японии, и случаи заражения СБХ регистрируются по всему миру. Также подтверждается, что Красный Глаз все еще жив. Исследования тела дракона подтверждают, что существует иной мир, подразумевается мир Дракенгард. Подтверждено, что вместе с драконом и гигантом в мир были занесены частицы из параллельного мира. Выясняется, что частицы выделились из тела гиганта, их называют масса. Также становится известным, что именно эти частицы стали причиной СБХ, а также физические атаки не могут им навредить. Производится атака на центр, куда было перевезено тело дракона. Атакующий неизвестно, а исследовательский центр уничтожен. Распространение СБХ продолжалось, и вспышки наблюдались уже в глобальном масштабе. Несмотря на исследования в лабораториях по всему миру, не было прорывов в разработке вакцины для профилактики инфекции. В 2014 году начинается разработка проекта Гештальт. Оказалось, что используя частицы масса, возможно отделять душу человека от его тела, что позволяет, храня их раздельно, обезопасить человечество от СБХ, сохраняя гештальт человека и останки его тела как генетическую информацию о нем для создания нового тела, репликанта. Но об этом речь пойдет позже. Эксперименты над людьми успешны, как и эксперименты по возвращению гештальтизированного человека в оригинальное тело. Вспыхивают протесты против гештальтизации. Используя частицы массы, у ученых получается поглотить энергию из других миров и создать что-то из ничего. Позднее этот процесс называют магией. Проект Гештальт не набирает популярности, лишь малое количество людей подвергается гештальтизации. Однако исследования в этой сфере продолжаются. Производятся исследования для нахождения способа решить проблему возврата гештальта после утраты его оригинального тела. Ведется работа над проектом люциферации. Создан препарат люциферат, который замедляет процесс заболевания. Препарат выдается людям, которые формируют военный отряд. Отряд успешно показывает себя в схватках с легионов. Похожие отряды появляются по всему миру. Создается отряд первого крестового похода для выполнения миссии по уничтожению легиона, однако он терпит поражение. Выясняется, что препарат эффективно действует на малолетних тестируемых. Физически развитым детям отдается предпочтение, таких определяют в спецотряды. Детей с высокими физическими возможностями ищут по всему миру и взращивают как военные машины организация Хамелин. В 2018 году в ответ на формирование международной организации Хамелин Япония создает национальную оружейную лабораторию. Она создается с целью разработки оружия на основе исследований масса. Главной целью становятся опыты по созданию более сильных особей людей. Хамелин начинает иметь политическое влияние в странах, где много детей. Ресурсозатратные битвы с легионом продолжаются и увеличивают пропасть между богатыми и бедными. Появляется все больше трущоб по всему миру. К 2023 наступает мировой кризис. Начинается подготовка сосудов для утративших тела гештальтов. Сосуды созданы на основе информации, взятой у гештальтов, и названы репликанты. Техника репликантизации становится частью проекта Гештальт. В 2026 году случается инцидент, в ходе которого созданное на основе человеческого тела и частиц массы оружия дает сбой. Проект номер 6 Халуа выходит из-под контроля, и для ее устранения используется проект номер 7 Эмиль. После инцидента ученые понимают, что эксперименты над человеческими телами и частицами массы опасны. Деятельность лаборатории упрощена. В 2030 году собирается армия 13-го крестового похода, чтобы уничтожить Красного Глаза в Иерусалиме. Войскам удается убить его, что лишает легионов их командира. Без правильной координации действия легионов становятся хаотичными. Проект репликантизации открыт миру и становится доступен для всех слоев населения. Люди массово идут на гештальтизацию, однако верхние слои населения все еще в приоритете. Вскоре еще часть человечества подвергается гештальтизации, а обязанность борьбы с оставшимися легионами возложена на репликантов. Проект Гештальт входит в завершающий этап. Чтобы следить за поселением репликантов, создаются андроиды. Их дислоцируют во всех точках мира на неопределенный срок. Андроиды Девола и Попола разработаны исключительно для наблюдения за репликантами. Они созданы парой близнецов, чтобы у них была возможность полагаться друг на друга в тяжелой ситуации. Несмотря на то, что они являются андроидами, об этом никто кроме них не знает, и в обществе репликантов они воспринимаются так же, как и обычные репликанты. Андроиды поручают репликантам собирать частицы массы. Священники работают
работающие под их командованием, проводят церемонию под названием «Фестиваль», чтобы выпустить собранные частицы в другой мир, чтобы обезопасить свой мир для возвращения помещенных в сон гештальтов. В 2033-м ученым удается запечатать гештальт в книгообразный сосуд, названный гримуар. Создаются 13 книг запечатывания, первые из которых гримуар Нуар и гримуар Вайс. Как только Легион будет добит, а частицы массы удалятся из этого мира, гримуары Нуар и Вайс будут объединены для возврата гештальтов в их репликанты. Вскоре выясняется, что гештальты, долго находясь вне тела репликанта, становятся агрессивными, а потом и вовсе теряют рассудок, становясь обращенными или же тенями. Чтобы предотвратить это явление, необходимо извлекать частицы массы из гештальтизированных людей. После этого частицы необходимо запечатывать, и для этого подойдет гримуар Нуар, копии которого впоследствии активно распространяются. Далее, в 2053 году стартует пролог игры Нир. У нее есть две версии гештальт-репликант. Я буду рассказывать про вторую, так как она более канонична и ведет к последующей Нир Automata. Главный герой игры Нир хочет исцелить свою сестру Йону от неизвестной болезни. Мы видим их на пути к центру очищения, в котором герой планировал вылечить сестру. 大丈夫か、ヨナ。ごめんね、お兄ちゃん。もうすぐお席止まるから。ごめんね。ヨナのお席が聞こえたら、またあの真っ黒お化けが来ちゃう。心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。待ってろ、何か食べられるものを見つけてくるから。ヨナ。何があってもその本には触るんじゃないぞ、絶対に。 Их атакуют обращенные гештальты, и чтобы спасти свою сестру, Нир использует гримуар и, контролируя еще находящийся в теле гештальт, уничтожает обращенных. Вернувшись к Йоне, он видит, как черные письмена распространяются по ее телу. Выясняется, что, надеясь помочь брату, она тронула гримуар и теперь гештальтизируется. Йона! Йона! Дарека Йона を助けてください! Дарека! Организация Хамелин связывается с Ниром и убеждает его в том, что через 1000 лет болезнь уйдет, и что нужно положить гештальт Йона в Криосон. За это они просят Нира ближайшие 1000 лет делиться с ними частицами массы, которые помогут Йоне и другим гештальтам остаться стабильными. Нир соглашается и в виде гештальта начинает проделывать эту операцию, обеспечивая тем самым защиту Йоне и всему человечеству. Позднее, в 2764 году, репликанты начинают проявлять признаки самосознания. На их развитие влияет лишь окружающая среда, и теперь оно никак не связано с гештальтами, находящимися в спячке. Быстро начинают формироваться и развиваться цивилизации и культуры, разные в зависимости от местоположения поселений. На данном этапе цивилизация репликантов находится на уровне средневековья. Очищение мира репликантов продолжается, количество легионов стремительно сокращается, однако из-за слуха о том, что в Иерусалиме на месте гибели Красного Глаза может исполниться любое желание, молодой репликант в 3276 году входит в эти теперь уже запретные земли. Его цель — вернуть из мертвых возлюбленную. Он загадывает желание, и она возникает из остатков Красного Глаза. У ожившей красные глаза и отсутствие какой-либо вменяемости. Она тут же убивает мужчину, ударив его с нечеловеческой силой. Затем она, как Красный Глаз, становится лидером Легиона. С ее возвращением угроза Легиона снова становится значимой. Мир, который защищали репликанты, опять оказывается на грани исчезновения. В 3287 году андроиды совместно с репликантами бросают вызов новому Красному Глазу и собранной им армии из оставшихся легионов. Они уничтожают его и Легион, отправляя остатки массы обратно в иной мир. С очищением мира просыпаются гештальтизированные люди, но несмотря на это, репликанты, обретшие сознание, видят их как монстров, которые хотят забрать их тела. Несмотря на то, что Нир продолжал 1000 лет собирать частицы массы, некоторые гештальты все еще становятся агрессивными и обращаются.
Происходит противостояние гештальтов, пытающихся вернуть тела, и репликантов, отвергающих свою судьбу в качестве сосудов для гештальтов. Далее, в 1465 году будут разворачиваться события основной части игры Нир Репликант, но однако об этом мы поговорим во второй части истории серии игр Йоко Таро. Я же прощаюсь с вами и надеюсь, что вы не скучали, слушая эту запутанную историю. Всем спасибо, всем пока.